Сейчас начало апреля 2023 года. Мы в отеле Синдбад Клаб. В данный момент это общая территория бывших Синдбад Аквапарк, открытого 26 лет назад, и Синдбад Акваотель, построенного 19 лет назад. Раньше с ними же в одной связке был Синдбад Бич 92 года строительства, но его снесли несколько лет назад, и на его месте построили новый под названием Сэри Бич. 1 мая планируется открытие. Есть отдельный ролик на эту тему, ссылка в правом верхнем углу и в описании к видео. Сейчас вы видите ресторан «Ботаника», который является одним из двух основных и находится около бассейна с волнами в аквапарке. Второй основной – «Густо», по-итальянски «Вкус», в бывшем акваотеле около большого подогреваемого в зимний период бассейна. И тот, и другой работают по системе шведский стол, на завтрак примерно с 7 до 10, обед с 13 до 15 и ужин с 19 до 21 часа. Время работы может меняться в зависимости от сезона. Выбор блюд в «Густо» значительно больше, чем в «Ботаника». Были дни, когда у входа в него скапливалась очередь в вечернее время, и работники предлагали пройти в «Ботаника», аргументируя тем, что, мол, абсолютно одинаковое меню. Но, увы, это не есть так. В предыдущие наши посещения отеля у входа в «Густо» был небольшой значок с поросенком, что означало «есть блюдо из свинины». В частности, на завтрак был бекон, а на ужин рагу или типа того. Некоторые особо брезгливые мусульмане обходили ресторан стороной. Сейчас значок убран и бекона больше нет. Возможно, изменения произошли во время карантина, когда основная масса гостей была египтяне. Из 3 а-ля карт есть азиатский саватти, на тайском языке означающий приветствие, находится рядом с большой желтой горкой в аквапарке. А с ресепшн отеля вход в итальянский пронто, переводится как «готовый», и ливанский фахр эль-дин, это имя одного из правителей Ливана. Все а-ля карт в данный момент открыты только на ужин и по предварительной записи, но концепция часто меняется. Мы, являясь постоянными гостями отеля на протяжении почти 20 лет, каждый раз изучаем памятку при заселении, чтобы быть в курсе событий. За все эти годы неизменным остается вкусное питание, при том, что меню меняется. На обложке видео не случайно фото еды. Можем сравнить с более дорогими альбатросами, санрайзами, штайгенбергерами, в которых отдыхали за последние пару лет. Синдбад по питанию точно не хуже, а в чем-то и лучше перечисленных. К сожалению, о напитках такого сказать не можем. Нет элементарной бутилированной воды, только кулеры. И полторашки в номере, но с собой таскать их тяжеловато. Соки порошковые, хотя лет 15 назад были пакетированные, пиво нормальное, о коктейлях типа мохито речи не идет. Повара все супер, улыбчивые, доброжелательные. На каждый обед и ужин мясо нескольких видов, птица нескольких видов, рыба тоже, и филе, и стейки, и цельное на гриле. Были креветки и крабы в один из дней. Всегда много зелени. В день ливанской кухни выбор пюрешных закусок типа баба-гануш, хумус, сырные, свекольные и подобных порядка 10 разных видов. Отдельное спасибо кондитерам. За 20 лет меню сладостей постоянно менялось. Когда-то были цельные торты, бесподобный брауни или песочный с фруктами и сливками. Сейчас в основном порционные пирожные, но всегда есть что-то супервкусное. Санрайзы и штайгенбергеры нервно курят в сторонке, не говоря о более бюджетных резортах. Я, как равнодушная к сахару, то, что на сладком столе в других отелях, называю разноцветный хлеб с маслом, за исключением восточных сладостей, но в Синдбадах десерт – это наслаждение. И в завершение ресторанной темы плакат. Уважаемые гости, берите сколько угодно еды, но съедайте все, что взяли. Вчера было выброшено 230 килограмм продуктов, которыми можно было бы накормить 460 человек. Садовникам Синдбада респект. Отель не просто зеленый, а настоящий дендрарий. Например, такое растение мы не смогли опознать без помощи интернета. Это кигелия или колбасное дерево. Плоды висят на длинных нитях и напоминают картошку или орехи. В свежем виде они ядовиты, так говорит Google. Проверять не стали. Детский клуб есть только на территории аквапарка, за рестораном «Ботаника» под большими горками. Время работы с 10 до 12:30 и с 14:30 до 16. Но в некоторые дни по программе аниматоры, а их 1-2 человека, уходят на пляж строить замки или собирать ракушки, тогда клуб закрывают. Эх, раньше были времена, когда Kids Club работал под руководством компании Никерман.
Человек 10 детских аниматоров вели активити с утра до вечера и в аквапарке, и на пляже, а вечером вместе с детьми устраивали костюмированные шоу в амфитеатре. Интересно, те времена еще вернутся в Египет когда-нибудь, после всех революций и карантинов? В концепции отеля заявлено, что бассейн с детскими горками подогревается. В начале апреля вода была ледяная, хотя на ресепшн уверяют, что она горячая, типа мы не ориентируемся в температурах. Кстати, то же самое касается большого бассейна около ресторана «Густо». А это бассейн с искусственной волной. Его не греют и не обещают греть. Отсюда видны большие горки, 5 слева и 5 справа. Большие горки, как и бассейн с волной, не греют круглый год. Пляж у Синдбадов всегда был отличный, протяженный, с чистым песчаным заходом, но в данный момент из-за строительства нового резорта на первой линии появился вопрос, как разделят берег на гостей двух отелей. Судя по тому, что расчистили правую часть от лежаков, ее планируют отдать Сэри Бич, а синдбадовских туристов частично выселить на пирс, но это только наше предположение. После того, как пляжный Синдбад-Бич снесли, Таулус-центр на море закрыли. Теперь полотенца приходится нести с собой из номера, через променад. Частично облегчает путь микроавтобус от Эспланады до дайв-центра. Кафе, которое было рядом с пирсом, подвинули от моря. Туалеты установили прямо напротив обеденной зоны, несколько кабинок и 2 раковины. В пляжном буфете фастфуд и мороженое в вафельных рожках. Про номерной фонд коротко – это фортуна. Мы жили во всех вариантах номеров с разной мебелью и разным ремонтом. Одни реновированные, другие подуставшие. Есть с балконом, есть без. Близко к ресепшену ресторанам и вдалеке от всей инфраструктуры. Из гигиенических средств – мыло, гель для душа и шампунь. Нет кондиционера для волос и лосьона для тела. Чайник и фен имеются. С верхних этажей бывает видно море. На ресепшн отеля обратите внимание на необычные картины. Автор предположительно постмодернист Эльвира Бах из Германии. Странный выбор для Египта. Если выйти с ресепшн не в сторону бассейнов, а напротив, то здесь расположены футбольное поле, теннисные корты, детская площадка, бар с кальянами, теннисным столом и бильярдом, а также амфитеатр, где проходит мини-диско и вечерние шоу-программы. В темное время суток площадка освещается. Много лет в отеле жили 2 пеликана – девочка и мальчик. Сейчас осталась только девочка. Говорят, она похорошела без партнера. После шоу можно отправиться в ночной клуб Little Buddha. Он находится через променад от отеля. Вообще,
Рядом с Синбадом есть все, что нужно. Магазины, аптеки, банки и банкоматы, офисы мобильных операторов, боулинг, множество кафе и баров на любой вкус, включая Макдональдс и Пицца Хат.